Доброе утро, ребята. Сегодня понедельник. Сейчас стартуем. Что у нас? Отдохнули. 58 часов отдохнули. Закрываем отдых. Включаем двигатель. Все у нас в порядке. На зарядке. Достаем кока-колу. Наливаем кружку. Будем стартовать. 81 километр нам. Ну, как-то странно. В этом нарисовано, что он 8 открывается. 8:30 даже. У меня по плану загрузка в 7 утра. Ну, опустил стажер у меня до 50. Ладно, бывает. Ну что, выходные прошли нормально. Сейчас расскажу, начнем движуху. Поедем. Настроим все под себя. И все понемногу расскажу. Let's go, как говорится. Поехали. Мал-помалу. Так, ну что там с воротами? Открываются ворота. Надо ехать работать. Стартует 12-я неделя моей каденции, так скажем. Открылись почти, да? Надо загрузиться и отвезти в порт, в CCT. Обыкновенное начало работы. Ой, солнце светит прямо в левый глаз. Страну открыли, движуху начали, да? Ну что, эту неделю я один, наконец-то, сам себе хозяин. Перепроложить? Перепроложи. Перепроложи, пожалуйста. Перепроложить? Перепроложи. А ты не спрашиваешь? Не спрашиваешь. Тири-ри-ри-ри-ри-ри. Выходные прошли великолепно. В субботу ездил. О, упало что-то. Бутылочка упала. Упала. Ой, блин. В субботу ездили в магазин. Ездил купаться. Там фестиваль был какой-то офигенный. Интересный такой фестиваль музыкальный. Ну, реально интересный, потому что любят туда показывают. Блин, там у меня не стоит адрес. Ну, ясно. Что-то я тут забыл поставить себе адрес, походу. Ну, ты куда поедешь? Это тоже уходит туда. Тут назначение, выйдем, поставим адресок. Музыкальный фестиваль был, короче. Поехали на машине с Джоном, Перепроложить? с Василием
А нас не пускает. О, вот сюда нам надо. Номер, по-моему, был 14. 12. Выбрать пункт назначения, окей. Короче, нас не пускают проехать. Мы поехали чуть дальше. А там оказалось, надо развернуться и по пути паркинг 2 ехать. Там большие паркинги на траве, прямо были устроены для машин. Можно было спокойно встать, пройти, накупались вдоволь, загорались, так скажем, да. Вот, вернулись на базу, все дела. А вчера, в воскресенье, я уже сам ездил тоже купаться. Уже было все в порядке, народу не было. И так народу было, ну я не знаю, одних велосипедов, наверное, 10 тысяч было. И интересно, там большое количество палаток, больших здоровых шатров, так скажем. И в каждом шатре... Что-то обжег я, что ли, от кофе? Нёба. В каждом шатре своя дискотека. Ну, клево, клево. Они там отдыхали. И знаете, я не видел пьяных. Да, там выпивали, наверное. В кемпингах там шли по дороге 2 больших паркинга для кемпингов, автокемпингов, да, вот этих. Вот, и народ отдыхал. Ну, суперско. Музон такой разноплановый был. Очень много старых песен, очень много старой музыки, новой музыки. Ну, все здорово. А вчера, да, я уже один поехал на озеро, отдохнул, ни от кого не зависел, так сказать. Ну что еще? Закончилась моя первая, так сказать, неделя. Мой первый опыт работы инструктором. К нам приехало 2 парня из Румынии, Джон и Василий. Вот Василий проходил, не знаю, как сказать, стажировку на тентах, а я проводил стажировку на контейнере. Вот жара впереди. Ну, все в порядке, не проблем. Единственное, наверное, в следующий раз, сажая очередного, как будет у меня, по ходу этой недели я один, а возможно на следующей неделе у меня будет как минимум 2, а возможно даже и только 1. Ну, вернее, возможно, 1 стажер. Приезжает мой друг Витя. А возможно будет еще 1, вот этот Василий в понедельник. Ну, по опыту могу сказать так. И вообще, что нежелательно делать водителю, если он работает в экипаже. Ну, во-первых, основное, наверное, правило: если вы второй водитель, то все-таки не стоит общаться со своими близкими, друзьями, ну неважно кем, по громкой связи. Это как-то все-таки, я считаю, некультурно. Ладно, там 1 раз позвонил, но постоянно на громкой, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, там, с женой, с сестрой, с братом, с друзьями. Мне это как бы второму водителю это неинтересно, если там незнакомые. И это мешает. Крики вот эти. Вот надо как-то все-таки думать об этом. Я пару раз намекал. Я говорю, у тебя же ухо есть, почему ты ухо не используешь? Ну, там это самое. Потом даже уже так говорю, ну давай потише уже, ну.
Или я там начинаю что-то объяснять, а ему звонят в этот момент. Ну не хочешь ты, чтобы я тебе объяснял? Ну и ладно. Скажи, что ты перезвонишь. Вот такие вот нюансы, да, в первую очередь. Потому что не надо вообще, находясь вдвоем в кабине, разговаривать погромко. Ну, возьми ухо, возьми телефон, ты же не рулишь. В чем проблема? И второй момент. Если вы едете как бы в экипаже вторым номером, не надо лезть в тахо. Тахографом управляет главный водитель, который за рулем сидит. Молотки, кроватки, все дела ставить, а не водитель, который сидит там. А то получалось, я начинаю, а мне говорит, я уже поставил один раз, второй. Я говорю, слушай, я за рулем, я главный водитель, значит, я работаю с тахографом, а не ты. Потому что я должен быть уверен, что я это сделал. А если будешь ты делать, а потом ты скажешь, а я это не сделал, поэтому не надо лезть туда, куда не надо. И когда мы менялись, я ему говорил, теперь ты главный водитель, и ты работаешь с тахо. Молоточки, кроватки, конверты, что ты хочешь ставить. Так корректнее работать. И потом, я считаю, вот вы знаете, многие вот люди помогают другому человеку парковаться там или еще что-то делать, начинают махать руками и кричать. Ребята, вы сидели когда-нибудь за рулем автомобиля с работающим двигателем? Вы офигенно слышите, что там говорит человек, который там помогает вам парковаться? Если человек кричит на паркинге, да ты его не слышишь, то его слушают другие. И все начинают обращать внимание, что а что случилось, что он там так орет. Я, кстати, тоже сказал это Джону. Я говорю, не надо кричать, я тебя не слышу. Даже открыв окно, смотря на тебя, я тебя не слышу. Тебя слушают другие. Зачем это надо? Пока показывай, если ты хочешь помочь, показывай руками, спокойно, не надо голосом. И чем больше, если ты хочешь, чтобы я услышал, ты начинаешь кричать громче, а я не слышу. Получается какая-то нелепая ситуация. Не знаю, это мой совет и вам, если вы помогаете, и если вам будут помогать. Прямо так и говорите. Я говорю, ты меня ставишь в такое положение, как будто я тут не очень могу припарковаться. Я делами парковки, так сказать, грузовиков, да, как этих фур, прошел большую практику, работая на Irish Ferry, на Stena Line. Никогда мы там никому не кричали. У меня есть свисток, у меня есть руки. Я показываю рукой вправо-влево, причем вправо кто-то показывает рулем, это тоже неправильно. Показывают просто, куда нужно заносить задницу, хвост, так сказать. И этого достаточно. Если ты видишь, человек не так едет, ты свистнул, показал ему. Обратно. И куда? Хвост. Туда-сюда, туда-сюда. Прямо. Все просто. Не надо кричать. Вот эти вот стоп тоже кричать. Ну, это на судах. Свисток. Есть свисток? Вызов. Все хорошо. Всем все понятно. Это тоже бывало. Чудак там, я помню, паркуется. Коллега там, моряк, начинает кричать. Все начинают на него смотреть, кто рядом стоит, потому что водитель-то не слышит. Шумно очень. Подходишь к нему, говорю, что ты кричишь-то?
Вот он туда, у тебя, говорю, свисток есть и руки. Зачем кричать? Не надо кричать, он тебя не услышит. У него рации нету. Так что вот эти 3 вопроса я хотел обратить внимание. Уважайте коллегу, неважно кто он, учитель или стажер. Не разговаривайте по громкой связи. Не надо это. Кому вы хотите что-то показать? Мне, что там у тебя жена на связи или дедушка с бабушкой? Второе, не лезьте в Тахо, если вы не главный водитель. И третье, при помощи коллеги не надо обращать на это внимание всех вокруг, что вы помогаете кому-то. Не надо. Вот такие 3 нюанса. И я думаю, что теперь, если ко мне придет новый стажер, вот эти 3 пункта я ему сразу обрисую, что надо и что не надо. Ну, а нам еще 67 километров. Что-то показывает 7 часов 08 минут мы будем на месте. Странно, как-то 66 километров. Ну, посмотрим. Погода отличная. Блин, вчера была, конечно, вообще. Сейчас 16 градусов, 6 утра. Вчера было, 34 градуса. Так что хорошо. Настроение хорошее, предпоследняя, предаккордная неделя, так скажем. И мы едем. Я вот не помню, был я там или не был, потому что, реально не помню и даже не хочу гадать. Адрес ввел, на месте разберемся. Но еще плюс того, что Джон говорит по-английски. Ну, хорошо говорит. И это давало мне очередную возможность потренировать свой английский, который опять опять стал его мало использовать, только на базе в основном. На погрузках при встрече коллег. Голландцев, поляков, румын. Потому что общаясь между с литовцами, да, я использую русский язык. Ну все, ребята, едем дальше. Понедельник. 5 дней впереди. Тимс. Хорошего всем дня. Погнали. Два с половиной километра. Будем на точке вбрасывания. Я понимаю. Как я понимаю. Будем смотреть название компании, вспоминать. Открыть письмо. Надеюсь, оно открыто. Как называется там? Ренос BV. Ренос. Знакомый. Ренос BV.
Окей. Да, блин, за эти дни, блин, накушался всяких вкусностей. Полный у меня живот. Как это говорится, на неделю наелся. Этих румынских колбасок и мяса румынской домашки. Ринос Биви. Ринос Биви. Название знакомое, место далеко не знакомое. Ну, сейчас узнаем, был я здесь, не был. Главное, что мы так фарами светанул. Горочка просто была. Паркинг-плейсик маленький есть, даже, видите? У нас главное, велосипедисты, конечно, главные здесь люди, но у нас дорога главная. Так, и что? Направо? Ринос Биви. Интересно. 350 метров. Туда мы не поедем, нам туда нельзя. Там вообще никому нельзя. Кирпич. Ведь с левой стороны у нас будет то, что нам надо. Ну, надеяться. Как ты прибыл на место? Показывает, что я прибыл на место. А, вот Ринос. Видите, что? Будет задом сдавать. А, о, Алди магазин тут рядом. Офигенно. Но он еще закрыт, походу. Бони, не понял я. Куда типа нельзя, а куда можно? Интересно. Ринос. Ну ладно, заедем. А где остановиться? Блин, такое ощущение, что я здесь был, но только на другой машине. Ну, на другой компании, когда работал. Ринос Expedition. Вот сюда нам надо. Ага. Ну окей. No parking пишет. Но... А как тут ставить no parking? Станем здесь, будем смотреть. Тут кругом Ринос, как я понял. Сюда что ли заезжать надо? Интересно. Ладно, станем вот так. Возле гейта. Пойдем сходим. Да ёпарасоте, что это такое? Кто вас просит включаться? Ничего не понял. Там написано Expedition.
Пойдем сходим Expedition. Приехали. Итак, друзья, давно не снимал я с улицы. Такая фирма Ринус. Она же, по-моему, что-то связано с текстилем. Делают тут ковры какие-то, ну не знаю, какие-то покрытия. Это она же. Сюда подъехал. Сюда, говорит, заехать задом до середины, и потом они будут грузить. Вот тоже эта компания. Тут всякие ниточки, станки. Ну, нормально. Там туалет, кофе, как обычно. Хочешь пей, хочешь не пей. Хорошие, доброжелательные люди. Голландия, одним словом, ребята. Так что в порядке. Погода замечательная, друзья мои. Надо будет мне, может быть, в следующих выходных поснимать. Или если я где-нибудь стану в хорошем месте, в светлое время суток, тоже пройдусь, поснимаю. Моя машинка. Сегодня, как привычное дело, сингл, одиночка. Как-то мне это более привычно, более комфортно. Я думаю, да, и многим то же самое, кто привык работать не в экипаже. Все-таки мне лучше работать не в экипаже. Что у нас там с проводами? Все нормально, путаницы нету, зашибись. Вот там, по-моему, будет путанка. У Витаса вот в этом месте перетерся кабель. У меня все в порядке. Слава Богу. Что еще? Помогал Михаю. Хорошо, что у меня есть прозвонки. У него почему-то правая сторона. Габариты вот эти боковые не горели. Вообще. Кстати, мне надо тоже мои проверить, горят ли у меня. Казалось, что сгорел предохранитель у него. Посмотрим. С этой стороны вроде все горит. С этой стороны тоже все горит. Отлично. Уже головной боли меньше. Единственное, у меня почему-то не могу понять. Ситуация такая, что у меня при закрытии не сигнализирует аварийками, что закрыта машина и открыта. Не нашел я нигде в меню. Фиг его знает. Ну, да должно быть, правильно? Как-то вот так, друзья мои. Сейчас грузят уже. Ну, быстро начали грузить. Вот там такие вот чуки. Вот такие вот. Не знаю, это типа линолеум или ковролин. А, это такой типа... из которых делают коврики эти, знаете? Жесткие. Такие коврики. Вот что здесь делают. Ну все, ясно, я понял. Ну что, драуги, все на этом. Отлично все. Задержать долг документы, что опять. Так все в порядке. Теперь надо выехать и просить этого Пуйку. Как обычно, кто-то поедет на твоей машине и все. Задница получается. Так, ладно. Все сделали. Блин, хоть начал подниматься. Что-то мой стажер опустил мне эко, пипец. Я видел, как он ехал. Да, ну, стиль вождения такой, походу, у него. Ну, ничего страшного. У каждого свой стиль, так скажем. А мы едем в Си-Сити, друзья мои. Сейчас будем пытаться проехать здесь. Я не знаю, насколько нам удастся это. Потому что, блин... Или проложить? Ладно, поедем немножко по бордюрчикам. Потому что... Дядя работает, дядя красит, его нельзя, блин, трогать. Очень аккуратно надо проезжать мимо этих всех дел, да? Каких на черепикере. Ну что, фу, все хорошо, друзья мои.
Нормально, тут что, тут заехал. Turn right on Industrious Track. Правда, вот этот чудак, он, да, ему дальше сказали заезжать. Мне так буквально там 3 метра, не, может 4 заехал. И пришлось вывернуть машину, чтобы другим машинам проезд был. А ему нет, ему получше. Ему... Ну как получше, он машине мешает, он туда дальше заезжал. Тоже как-то странно. Голландец говорит, жди, тебе принесут бумаги. Ну, блин, сколько ждать? Я уже 20 минут ждал, уже выехал, освободил место коллеге. Пошел все-таки в ресепшн. Ну да, бумаги не готовы. Потом там мужчина спускался. Принес мне... Опс, стоп. Turn right on Bucket Track. Оп. А, не, все в порядке. Что-то я как-то... Надо сейчас одну вещь проверить. Ушло письмо или не ушло? Правильно. 7. Угу. Все в порядке. 2 часа 25 минут, ребята, пробыл. Все, отлично. Выехал я, короче, освободил ему место, но уже пошел туда сам. Ну, так можно ждать вечно. Спокойно работают. Вообще, там один отзыв был об этой фирме, что типа все спокойно, все в порядке. Но она вот большая, видите, она и здесь, и там. В зависимости, что вы грузите. У меня коврики эти, такие с ворсином, да, которые сантиметровый ворс. Написано 169 роллс кокос. 15 тонн. Ну, 16 почти тонн. Ну, очень так все спокойно. Знаете, как будто, блин, вы где-то в Италии, только намного чище. Все-таки Италия и Испания, там пыль, жарко, сиесты всякие. Здесь как-то поспокойнее. А на улице уже, кстати, 25 дегрисов. Блин, у меня вышло видео, ну, наверное, вы смотрели, может, не смотрели, где я стажирую парня одного. Мне понравился один комментарий, какой-то дико интересный, там, чудак видит, провидец какой-то. Говорит, чувствуется, что будет смена компаний. Типа, новички приходят с правильными именами. Наверное, чувствуется, говорит, ностальгия по Хейстеркампу. Я вообще не понял, к чему это он. У меня ностальгия по Хейстеркампу, но это вообще пипец. Нет, я понимаю, там, если какое-то там видео было, знаете, я там сравнивал организацию, то, все, 5-е, 10-е, а тут я вообще просто обучаю человека нового. Как говорил, 2 румына пришло. Имена правильно. У него имя, язык сломаешь. Его нау. Ёпросете. А фамилия похожа на Богдан, но фамилия у него Боуегдауну. Просто я его говорю, давай я тебя буду звать Джон. Он говорит, да, окей, нет проблем. То есть вот такое вот правильное имя. Какие-то косяки, говорит. Я вообще не понял, о чем он говорит, блин, какие косяки. Не знаю. Ну, наверное, смотрит мой канал. Наверное, видит какие-то косяки у меня, ну, не знаю. Могу сказать, что усталость, да, присутствует, но... А тем более разочарование в компании, это вообще, это откуда? Приснилось, что ли? Нет, ты меня извини, пожалуйста, я просто задал вопрос, ты о себе, может быть? Я не планирую менять компанию, мне это и не надо, блин, 1000 лет. Я наоборот доволен, мне стали доверять, учить, блин. Я еще Эрику говорю, блин, я ж только тут отработал 10 недель, а вы мне уже даете ученика. Он говорит, у тебя все отлично получается. Я очень доволен. И планинг очень доволен мною. Почему я должен менять компанию? Планировать. Я ни хера не понял. Вы меня извините, блин. Мне 2 недели осталось. Меня уже ждут.
уже и Эрик сказал, и Мартайн прислал, что 100% тебя ждут обратно. Не знаю. Какие-то, может быть, какие-то сны снятся. Ну, я не знаю, честно, ребята, вот реально. О чем человек там говорит? У меня в планах вообще реально нету менять эту компанию, блин. Я, всегда хотел в такой компании, в такой атмосфере работать. Блин, я вообще тут тащусь, блин. Есть, конечно, там нюансы какие-то, но это, блин, это крохи. Они не везде все должно быть супер-пупер. Есть. И я даже, кстати, подумываю, если мне предложат кемпинг, номер, я даже не знаю. Может, соглашусь. Но только единственное, что, ну, не знаю. То есть я не планирую переехать в номер. Пускай другие едут. Хотя, конечно, там есть свои удобства. Но есть свои неудобства. Надо придется либо второй комплект иметь, третий, чтобы его там стелить. И постельное, и одеяло, и подушки, чтобы с собой не возить. Ну и потом ехать надо в пятницу вечером, в воскресенье вечером или ночью. Ну, не знаю. Короче, я тебе скажу, ты ошибаешься, дружище. Я ничего не планирую менять. Я, всеми зубами и ногтями держаться буду за эту компанию, это точно, Остальное это твои там мысли, мечты. Так что так, ладно, ребята. Едем дальше. В CCT 173 километра нам. Наслаждаемся погодой. Вот на ходу сейчас показывает 23 градуса. Витек приедет, я его обучу, вернее как обучу, отстажирую 2 дня буквально. И он сядет на мою машину, на эту, и я поеду домой. Так что вот так, други. Здесь мы еще не едем. Далекие края. Да, я здесь еще не был, и мне понравилось. Вот реально, вот как я почитал в рецензиях, да, в отзывах, так оно и есть. Реально. Все так и есть. Очень-очень хорошо. И туалет есть, и кофе есть, все есть. Ладно, друзья мои, едем дальше. Так, подъезжаем к порту. Получили задание, будем брать полный контейнер и повезем мы его DHL, как они называют, немцы, английский DHL. Мы там были, кстати, с Джоном, как раз, по-моему, в пятницу мы там были, или в четверг. Шея затекла. Ничего сложного нету. Единственное, что ввод референс номера нужен определенный, не тот, который на пустой контейнер, а именно на этот полный контейнер. Также будет указано место, где ты берешь, сдаешь контейнер и где ты будешь брать контейнер. Сдаешь, потом приезжаешь с пустой платформы на место выдачи, так скажем, пикап. И все. Там уже сам этот драйвер Каламара знает, какой контейнер. В прошлый раз он оба-на. Эй, уточки.
Не надо, шашлык нам не надо. В прошлый раз, когда мы приехали, он там, наш контейнер был в самом-самом низу. Пришлось ждать. Ничего сложного нету, даже скажем так, легче. Единственное, надо будет пломбу проверить. И все. Ну и контейнер outside без топа. Топ надо проверить будет потом, когда будет выгрузка. Потому что было так, у кого там у Витаса, нет, или у Марселя. Не, у Марселя, по-моему, было так, что он взял, нет, у Витаса, кажется. Взял контейнер, привез, выгрузил, а потом оказалось, что наверху дырка. Поехал обратно его менять в порт. Сколько там нам? 100 километров будет до места. Написано в 2 часа, но я сомневаюсь, что я успею в 2 часа. Потому что сейчас 12:09, 100 километров, это без 15. Нет, не успею я. Мне еще надо оформиться, сдать, принять. Поэтому никак. Витас тоже где-то тут должен быть, в этом районе. О, я вот так же разворачивался, помню тоже. Посмотрим. А Джон поехал, кстати, по-моему, в Ланнинген. Там это плохое место, там дорога. Я ему рассказал про объезды. И про погрузку, и про сколько я ждал долго документы. Надеюсь, у него все получится. Я его предупредил, чтобы сообщал там этим в планинг ребятам, что нужно, что стою, жду. Потому что там можно надолго застрять. Так, ну что тут, будем сейчас пропускать всех? Почти. 2 так точно. Двоих пропустили. Но этот нас должен пропустить, по сути, а не мы его. Конечно, должен, но это не значит, что пропустит. Ему тоже надо ехать на работу. Интересный экипаж. Муж с женой, наверное, едут. Коллег нету моих, ни одной машины не вижу. В елочке. А дальше есть там места вообще? Интересно. Будем надеяться, что есть места. Вроде там были. За этой машиной, наверное. Да, места есть, много мест. Туда мы не поедем. Поедем вот сюда. Аккуратно, как братишка говорит, не надо там думать о других. Наоборот, надо думать всегда о других. Тогда будет все культура, уважение. Надо немножко другим тоже место оставить. Чтобы они хорошо... Я не помню, что какие-то узкие елочки, что ли, мне так показалось. И этот... А, понятно, этот у нас встал очень ровно. Это совсем как-то он кособоко встал. Не то, что неровно, он еще и кособоко встал. Все, приехали. Пойдем оформляться, друзья мои. Загрузили контейнер 3:15, никак мы не можем быть вовремя, ну ладно. Зачем? А надо отослать сообщение. Сейчас что-то придумаю, чтобы отослать им сообщение, надо что-то придумать.
Да, надо написать pick up container just now till will be later. Да. Сейчас выйдем на трассу, тогда и напишу. Блин, жарко. Витас вот сейчас не проверил задник, у него, блин, не встал нормально зад, блин. И он не может, блин, сейчас будет что-то там делать. Контейнер, короче, не поставили на место. Какой-то там непонятно, либо у него кривая это самое. Фиг узнает, что его не поставили. Вроде стоит, если правый борт, все остальные стоят, то это должен стоять. Мне так кажется. Ну ладно. Спрашивает, а что делать? Я говорю, как идти ему и сказать, что тебе не стоит? Я не знаю, что делать. Надо, наверное, по нему бить, блин. Фигу, ну там реально там расстояние. Скривили лапу, что ли, ему? Может быть. Дю-дю-дю-дю-дю-дю. Так, ну что нам? Пробка? Нет. Мухи летают, блин. Вот это фигово. Буду мочить их сейчас в процессе езды. Ладно, не поедем дальше, нам тут дорогу уступает. Все, друзья мои, едем дальше, блин. 95 километров, опаздываю на полчаса. Буду писать письмо. Ой, фу, вылез. Ну вот мы уже приезжаем, нам дальний DHL надо заехать, грубо говоря. Я первый раз заехал сначала ближайший. Сказать, ближний заехал. Сказали в дальний. Там есть паркинг. Посмотрим. Ресепшн со своими CMR-ками. И мы поедем туда, вовнутрь. Сразу по шлагбауму, по-моему, должен быть, он откроется. Станем здесь и пойдем. Ресепшн вот здесь. Слева было паркинг плейс, по-моему, маленький. Мы грузились на 36-й рамке, кажется, выгружались. Думаю, сейчас будет то же самое, аналогично. Вот здесь паркинг. Да, мы тоже вот сюда приехали и тут стали. Все, приехали. Фу, жарко, ребята, 33 градуса. Там вообще было 36 на лодинге. Короче, блин, пришло лето, походу. Ну что, выгрузился, все в порядке.
закрылись, отослались. И, блин, туда, куда я не хотел, поехали. Я так хотел в Баварию, блин, меня посылают, блин, в этот Лонинген. Опять завтра буду, блин, торчать там с этими документами. Ёпрст, блин. А еще, блин, самое голое, что у меня закончились пустые ЦМРки, блин. Отдал вчера Джону, блин, и все, у меня оставалась одна, я ее заполнил. И все. Надо где-то искать на паркинге, может быть, коллегу кого-то встречу. В Германию надо ехать с ЦМРкой. Как-то не особо хочется заезжать на базу. Хотя можно написать Эрику, спросить у него, на базе есть ЦМРка или нет. Ну ладно, сейчас выезжаем. В Лонинген поедем. 211 километров. Мухи налетели. Нехорошие. Сейчас тут будет куча светофоров. Хотя у нас только будет 2 светофора. Это ты следующий. Так, все в порядке, блин. Можно, конечно, заехать на заправку, купить ЦМР. Там продавались на шелках ЦМРки пустые. Витаса тоже, блин, там ограниченное количество. Только для себя, как говорится. Вся аппаратура перегревается, друзья мои. Прикиньте. Один телефон, второй телефон. Ну что там? Загорелось? Спит кто-то или что? Ай, хорошо, нам во второй выход. Там все равно красный свет. Стрелка красная горит. Стрелка красная горит. А, нет, зеленая загорелась. Повернуть нам всем велит. Красная, зеленая. Фу. Жарко вас там. Может быть, кого-то встречу с коллег. Не факт, конечно. Эрику будет написать. А сейчас я узнаю вообще. Вот там просто даже ночевать негде, блин, в Германии. В этом месте, блин. Сюда, может быть, на базу заехать, там переночевать. Ну, 120 километров, по-моему, там будут оттуда. Нет, нельзя на базу. Ночевать точно нельзя заезжать. Так заехать можно. Так, а сколько нам работать? Да нам дофига работать. Работы не хочу. Как говорится, да? Не поедем. Не поедем. Постоим. Соку попьем. Будем сюда налить соку. Дорожку. Связусь с Витасом.
Так, други мои, прибываем мы на базу. Ночевать сегодня мы будем на базе. Машины стоят, хорошо. Пара машин есть. Кто-то приехал. Сегодня, наверное, голландцы. Эрика нету. По большому счету он-то и не нужен. Вот голландская машина такая крутая, видите. Моя ласточка стоит, вишенка. Место, блин, мама не горюет. А Женькина не вижу. Женька, наверное, не поехал работать, получается. Сейчас встанем, заодно и карту считаем. Еще чуть-чуть. Нормально. Кабину выглядим. И все. Друзья мои, приехали. Все.